Давайте мы будем начинать. Are you ready? Okay, let's do this. Давайте сделаем это. Okay. Lay your hands on your head. Положите руку себе на голову. Jesus, help my brain. Иисус, помоги моему разуму To learn, учиться, not just information, получать не просто информацию, but divine wisdom. но божественную мудрость. Amen. Аминь. You know, some of you may say, hey, dream interpretation, that sounds cool, sounds fun. Вы знаете, некоторые из вас могут сказать, но толкование снов, звучит как-то интересно, круто даже, забавно. You know, how important is this really? Но насколько это важно на самом деле? How important is this whole dream life deal? Насколько важна вот эта вся жизнь во снах, все, что во снах происходит? Well, first of all, we need to know that it's a cycle set up by God. Но в первую очередь мы должны осознавать, что это цикл, который был установлен Богом. To actually rest. И это время, которое предназначено для отдыха. And sleep was important to God. И сон был важен для Бога. We spend a third of our life asleep. Треть своей жизни мы проводим именно в состоянии, когда мы спим. That means by the time we're 60 years old, we'll have slept 20 years of our life. Это означает, что к тому времени, когда нам 60 лет, 20 лет из них мы проспали. Some of you right away think, oh my goodness, what a waste. Некоторые из вас прямо сейчас подумали, да что ж это такое, пустая трата времени. But we only think that because we don't know that God set that up for us. Но мы думаем так только потому, что не осознаем, что на самом деле Бог установил это для нас. For communion. Для того, чтобы иметь общение с нами. Did you know the Bible speaks of dreams and visions and prophecy over 200 times? Вы знаете, в Библии говорится о снах, о видениях, о пророчествах больше 200 раз. And also a third of the Bible is dedicated to dreams, visions, and prophecy. И треть Библии, она посвящена снам, видениям и пророчествам. I don't think that's by chance. Я не думаю, что это случайно. And anything that God creates as a cycle for us И все, что Бог создал для нас как цикл определенный, is vitally important. это жизненно важно. Jesus modeled something in his life and ministry. Иисус сделал пример, показал пример кое-чего, определенных вещей в своем служении и жизни. And we see in Jesus's life during the Gospels, И на протяжении Евангелия мы видим жизнь Иисуса. it was common for Jesus to go away and commune with God. Что для него было естественным, когда он уходил и имел общение с Отцом. Do you remember this? Помните это? And then he'd say comments like this, I only do what I see my Father doing. И он также говорил, что я делаю только то, что вижу Отец мой делает. And he got that information. He got all of that information about what his Father was И doing он получал всю информацию о том, что делает его Отец. in his times of rest. Вот в это время отдыха. In Hebrew culture, В еврейской культуре the day actually starts when you go to sleep. день на самом деле начинается тогда, когда мы ложимся спать. And the Hebrew culture lives from a place of rest. В еврейской культуре жизнь начинается из места покоя, сна, отдыха. Towards our day. И она уже идет по направлению к дню. But the problem is, the world teaches us to work really hard
Но проблема в том, что мир учит нас, что нам важно работать усердно в течение дня. Till you're exhausted. До того времени, когда вы уже просто изнемогли. And then we fall asleep. И затем мы засыпаем. And we wonder why we don't sleep well. И мы удивляемся, почему мы не спим хорошо. We wonder why we have dreams of nightmares. Почему у нас есть кошмары. We wonder why we have dreams of stress. Почему у нас есть сны, наполненные стрессом. Because we're filling our souls with the issues of life. Потому что мы наполняем наши души проблемами жизни. With all of our concern, with all of our worry. Всеми нашими беспокойствами, заботами. Instead of going to bed, realizing this is my chance to commune with God. Вместо того, чтобы, когда мы идем в кровать, когда мы ложимся спать, мы понимали, что это мой шанс начать общение с Богом. Here's where I connect with God spirit to spirit. Вот где я соединяюсь с Богом духом, от духа к духу. And I become enriched for my day. И я получаю наполнение для всего последующего дня. So I'm living ahead of the game rather than behind. И тем самым это начало моего дня. Я только начинаю свой день, нежели что я вот его заканчиваю, что-то уже там позади. How many of you have ever been in an airport? Кто из вас были в аэропорту? And you see every place there's an electrical outlet. These electrical outlets. Есть электрические лампочки там. There's someone running around trying to plug in their phone. Розетки есть, и люди бегут туда, чтобы подзарядить свои телефоны. Because their battery's about to die. Потому что их батарея скоро уже на нуле закончится. And then they fly another flight and they run to the outlet. И затем они летят в следующее место, бегут в аутлет. Because they never charge their phone to a full charge. Потому что они не, опять бегут заряжать, потому что они не до конца заряжают свою батарею. They never let their phone have a break. Они не позволяют, не дают телефону отдохнуть. We call these smartphones, right? Мы называем это смартфон. If your phone doesn't have time to recharge, но если у вашего телефона нет времени на перезарядку, then we're now disconnected from the information that's available. Тогда мы становимся, нам недоступно вот это, мы отсоединяемся от доступной нам информации. And when we don't rest, we don't recharge. И когда мы не отдыхаем, мы не получаем вот эту зарядку. And we're disconnected. И мы тогда отсоединены from the wisdom of heaven. От мудрости небес. That's what rest does for us. И вот это то, что делает отдых для нас. My wife is a professional photographer. Моя жена профессиональный фотограф. And she's a professional beauty girl. И она профессиональная красотка. She's just beautiful all the time. Она такая красивая все время. I mean, she doesn't even have to try. Ей даже не надо прилагать усилия особо. I'm like, baby, you don't need to put on makeup. Я говорю, детка, на тебе краситься не надо. You're beautiful without it. Ты без этого такая красивая. She still puts it on. Но она все равно красится. All right. But she's a professional photographer. Но она профессиональный фотограф. And she had a season of life where she worked really, really hard. И у нее был период жизни, когда она очень усердно работала. And she's what she calls a night person. И она, знаете, такой сова. She stays up late at night. Да, она сова. Она может подолгу засиживаться ночью. And she'd be on her computer and she's editing all of her И вот она photos. сидит за компьютером, фотографии обрабатывает. And she would work until she was so exhausted that she could finally fall asleep. И вот в тот период она работала так усердно, так много и так допоздна, что когда уже просто была вне сил, она ложилась спать. How many people have a hard time falling asleep at night because your brain is continually У кого going? из вас есть проблемы с тем, чтобы уснуть, потому что ваш мозг продолжает работать? Anyone have that issue? Есть такие проблемы? Yeah. Any of you have that issue of I wonder what's going on У кого есть проблемы? social media? Что
происходит в социальном мире. Yeah, there's a few of you that Да, have that тоже too. такие есть. You know, there's something that happened when electricity and the light bulb happened. Light bulbs, the lights. When we got electricity and lights in our homes. What we get? There was something that happened once we got that. Once electricity was Смотрите, invented. когда было изобретено электричество, лампочки в домах появилось, кое-что произошло. It meant we no longer needed the sun to tell us when to go to bed and when to wake up. Когда было изобретено электричество, человеку уже не нужно было солнце, чтобы говорить о том, как бы сообщать о том, что пора идти спать. And almost immediately we lost an hour and a half of sleep on average. И в среднем, на тот момент человек тут же потерял в среднем примерно 1 час сна. That wasn't healthy for us. И это не здоровая вещь для нас. And then when we started getting computers in our home, И когда в наших домах потом появились компьютеры and then smartphones, и смартфоны, or iPads, айпады, all these different sources of fake light, все вот эти источники искусственного света, it does something in our bodies physiologically. это кое-что произвело в наших телах на физиологическом уровне. See, this screen synthesizes sunlight. Смотрите, экраны, они синтезируют солнечный свет. And when I look at it, it tells my brain you're supposed to be awake. Это как бы когда мы смотрим, то есть на экраны, да, это говорит как бы моему разуму, что еще не нужно ложиться спать. So it's already telling me I'm supposed to be awake. And now I'm overloading my brain with information. То есть я уже загружаю свой разум информацией. And we create new unhealthy cycles. И мы создаем тем самым новые нездоровые циклы в своей жизни. Where we have to get so exhausted that we finally fall asleep. И мы, получается, как бы до такой степени устаем, когда мы просто уже валимся с ног, спать ложимся. And if we dream, и если мы видим сны, they're crazy dreams. Это сумасшедшие сны. Or we don't even remember our dreams. Или же мы не помним эти сны. Because your brain is too exhausted to actually be able to apprehend the information. Потому что разум настолько уже вымотан, чтобы воспринимать информацию. And we're missing out on a ton that God wants to release to us. И мы пропускаем многое из того, что Бог хочет нам говорить. Did you know in nature? Знаете ли вы, что в природе? We talked about the eternal gardener. Мы говорили уже о вечном садовнике. Most plants, большинство растений, their greatest growth comes at night. Большая часть роста приходится на ночное время этих растений. If we do not value our rest, we actually stunt our ability to grow. На самом деле, если мы пренебрегаем временем покоя, временем сна, мы затормаживаем нашу способность расти. All I'm doing right now is trying to get a value system recalibrated in our life. И что я пытаюсь вот всем этим сказать, чтобы мы переоценили наше понимание о ценности сна и отдыха. There is a bunch of health issues in our lives right now. Есть несколько здоровых вещей в нашей жизни прямо сейчас. That a bunch of those would be automatically healed if you learned how to rest. И есть несколько, которые могут автоматически получить исцеление, если мы начнем ценить сон. Some of us wonder why we have crazy dreams of falling while we're asleep. Некоторые из нас задаются вопросом, почему у меня вот эти вот странные сны, когда я падаю. Or dreams of taking a test and not having a pencil to write with. Или, может быть, снится, что я сдаю какой-то экзамен, и у меня нет карандаша с собой, чтобы написать. And all we're feeding ourselves in the day is stress and worry. И все, чем мы наполняем себя в течение дня, это беспокойство и стресс. And we go to sleep with our concerns. И мы идем
спать со всем этим беспокойством и заботами. And we think, I just can't go to sleep until I solve this problem. И мы думаем, что я не могу ложиться спать, пока я не решу вот эту проблему. And God says, I actually created rest so that I could solve the problem for you. Но Бог говорит, что на самом деле я создал отдых, сон для того, чтобы я мог за тебя решать эти проблемы. In Psalms 127 verse 2. В Псалмах 127 verse 2. у нас, наверное, это будет 126, 2 стих. He says he actually provides for his beloved even while they sleep. Just a moment, because we have the difference in Psalms. I just want to check. 127. 127. Yeah, but we have difference. Okay. You can just quote it. Я не могу быстро найти так. У нас отличаются псалмы. В английском это 127:2. Он дает возлюбленным своим даже, то есть он дает сон, и он говорит с ними даже во сне, к тем, кого он любит. Another translation says he grants sleep to those that he loves. В другом переводе написано, что он дарует сон тем, кого он любит. My point is, when we're busy trying to figure out a problem and staying awake, we're actually taking God's job from him. Что я хочу донести, что когда мы не спим, пытаясь решить какую-то проблему, мы тем самым забираем у Бога вот эту возможность, делаем Его работу, решая собственные проблемы, не давая Ему это сделать. Have you ever had a moment where you fell asleep with a problem? Бывали ли у вас такие моменты, когда вы засыпали с какой-то нерешенной проблемой? And you didn't do anything, but you woke up in the morning and the problem was И вы solved? ничего не делали, но просыпались утром, а проблема была решена. Yeah, the best thing you can do when you have a problem is to Самое rest. лучшее, что вы можете сделать, когда у вас проблема, это пойти отдыхать. Because it's in the place of rest that we get to work. Потому что именно когда вместе сна, вместе отдыха мы получаем решение с небес. In Psalms 17 verse 3, it says, you visited me in the night, or you examined me in the night. Псалом 3. Опять не 3. Your numbers all. Yeah, we have difference in You can Psalms. just say it's in Psalms. Псалом 17. Sorry. Ты посещаешь меня ночью. Псалом 16:3. Псалом 16, 3 стих. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью. God actually studies us while we sleep. На самом деле Бог исследует нас, когда мы спим. It says to cast our cares upon Him because He cares for us. Он говорит, что отдайте мне все свои проблемы, потому что я забочусь о вас. But when we don't sleep and we don't rest, we don't cast our cares on Him. Но когда мы не спим, и когда мы не отдыхаем, мы не отдаем Ему свои проблемы. We're saying, God, I'll handle it. Мы говорим, как бы тем самым, Бог, я с этим справлюсь. And we're training our brains not to sleep. И мы тем самым также, можно сказать, учим, тренируем свой разум не спать. You know the scripture that says, take your thoughts captive into obedience to Christ? Есть стихи из Писания, что пленяй разум свой помышления Христов. You know this scripture? Вы знаете это место? We're great with our thoughts during the day. We think of that scripture and we think, oh, I don't think bad thoughts. Когда мы слышим эти стихи, мы думаем о
Вот в течение дня я применяю его, я не думаю, не какие-то плохие мысли у меня не возникают. Or maybe we think taking our thoughts captive is, oh, I thought a bad thought about that guy or that girl. Или мы думаем, что пленять помышления это не думать плохо там вот об этом парне, об этой девушке. And I catch myself and say, oh, okay, I'm not going to think that way. И когда у нас вдруг появляются такие мысли, мы себя останавливаем и говорим, нет, все, вот это я делать не буду. Yeah, that's a portion of it. Это часть этого, да, это тоже есть. But what do you think about before you go to bed? Но то, о чем вы думаете перед сном, перед тем, как ложитесь спать, Because what I feed on in my mind потому что то, чем я наполняю свой разум, will affect what I receive while I'm asleep. это будет влиять на то, что я буду получать во время сна. And if I feed on negative all the time, И если я наполняю свой разум постоянно чем-то негативным, if I feed on fear, если я кормлю его страхами, where does fear come from? откуда приходит страх? That kind of fear. Where does it come from? Вот такой вид страха откуда приходит? The devil. А дьявол? You guys know the answer, right? Знаете, да, ответ, да? Okay. Where does worry come from? Откуда приходит беспокойство? The devil. А дьявол? Okay. This is a church, right? Okay. Good. I know, only 2 people though. Только 2 человека в курсе. You're thinking, oh, worry comes from me. Думаете, беспокойство приходит от меня? Yeah, maybe. Ну, может быть. Because we're not taking our thoughts captive. Потому что мы не пленяем помышления. And then we wonder why we have nightmares when we feed on the things И that потом are мы from the devil. удивляемся, почему у нас ночные кошмары, когда мы наполнили свой разум вещами от дьявола. Proverbs 3, verse 24. Притчи 3 глава, 24 стих. It says, when you lie down, you will not be afraid. И написано, что когда пойдешь ты спать, ты не будешь бояться, ты не убоишься. When you lie down, you will have sweet sleep. Ты пойдешь спать, и у тебя будут приятные сны. В их переводе написано. Он твой приятен будет. Fear should not be a part of our rest. Страх не должен быть частью нашего отдыха. Fear should not be a part of our nights. Страх не должен быть частью нашего сна. The night belongs to God. Ночное время принадлежит Богу. And we need to take that back. И нам нужно востребовать его. The church needs to take that back. Церкви необходимо взять это время. The body of Christ needs to take that back. Тело Христово должно востребовать это. What we feed on before we go to sleep is vitally important. То, чем мы наполняем себя перед тем, как идем спать, это жизненно важно. Am I feeding on my social media? Наполняю я себя социальными сетями. Am I feeding on how amazing everyone else's life Наполняю is? себя тем, какая замечательная жизнь у всех вокруг. Am I feeding on how all my friends are hanging out with someone else tonight? Наполняю я себя тем, где гуляют мои друзья и с кем они гуляют сегодня вечером. Am I feeding on the outfit that person wore Наполняю я себя that I don't have? That I don't have that outfit that someone else has? Наполняю я себя теми нарядами, у кого-то они есть, у меня их нет. Am I feeding on someone else's vacation and I never get to go on Наполняю vacation? я себя отпуском, на который кто-то поехал, а я никогда не поеду. And then we're tormented while we go to sleep. И это будет mучить нас, когда мы будем спать. It takes forever for us to go to sleep. И это займет у нас целую вечность, чтобы вообще просто And уснуть. instead of our rest being this place of communion with И God, вместо того, чтобы вот это место сна, место отдыха было нашим местом общения с Богом, and this place of enriching, было местом наполнения, and this place of communion and wisdom, наполнением мудростью, общением с Богом.
it becomes a negative place это становится негативным местом. that we're just trying to get through Мы просто пытаемся because I've got a lot of work to быстрее do. это, чтобы прошло, потому что впереди у меня много работы. We become a lot more efficient with our work Но мы становимся намного более эффективны в своей работе, when we actually rest well. когда мы на самом деле хорошо отдыхаем. And what you're trying to produce in a lot of hours И то, что вы пытаетесь сделать в течение многих часов, and a cycle of doing it over and over and over и again делаете это снова, снова, снова и снова, means our work becomes less efficient это означает, что наша работа становится менее эффективной and less powerful. и менее сильной. There's a наполненной lot of силой. health benefits from sleep and rest. И есть очень здоровая выгода от сна. There's some scientific studies that I want to talk to you about. These are real tangible things. И я хочу поговорить и рассказать вам некоторые научные факты о том, то, что действительно можно вот понять, ощутить и потрогать. I've got about 11 different things. У меня есть примерно 11 таких, And there's a lot more benefits than но this. есть намного больше выгоды, то есть пунктов, которые можно было бы здесь сказать. Number one, rest and sleep improves your memory. Но первое, отдых и сон улучшают вашу память. It says when trying to learn something new, Когда мы пытаемся учить что-то новое, like a new language or some kind of new skill, новый язык или какой-то новый навык вы осваиваете, something happens while you sleep that makes you learn better. что-то происходит, когда вы спите, что в результате вы можете учиться более эффективно. This is by a study at a guy at NYU, New York University. Это из научной работы одного из ученых из Нью-Йоркского университета. Number two, Второе. people who rest and sleep, Те люди, которые спят и отдыхают, they live longer. живут дольше. A study in 2010 showed more deaths occurred with people who got 5 hours or less of sleep. Исследование 2010 года показало, что намного больше людей, продолжительность жизни меньше была у тех людей, которые спали 5 часов или меньше в течение жизни. If you got 5 hours of sleep or less, you actually died earlier. То есть, если вы спите 5 часов и меньше, такой человек умирает раньше. But if you had 6.5 or more, you lived longer. Но если вы спите 6,5 часов или дольше, такой человек живет дольше. Rest is really important. Отдых очень важен. Number three, Номер 3. it reduces inflammation in our body. Это уменьшает воспаление, сон и отдых уменьшает воспаление в наших телах. Especially inflammation that causes heart disease, stroke, diabetes. И особенно воспаление, которое приводит в итоге к проблемам сердца, инсультам и диабетам. And arthritis. Артриты. It actually causes premature aging if we don't rest well. Если мы не отдыхаем и не спим надлежащим образом, это вызывает преждевременное старение в наших телах. That's why we call it beauty sleep. Вот почему мы называем это, есть спящая красавица. You know, if someone's looking ugly, they didn't get their beauty sleep. То есть, если кто-то плохо выглядит, не было нужного количества сна. It's actually science. На самом деле это все наука. So what happens is when we sleep, there's a protein released in our body that starts to shrink inflammation. Когда мы спим, в нашем теле вырабатывается протеин, который сокращает воспаление. Number 4. Номер 4. When we rest, it actually spurs creativity. Когда мы спим надлежащим образом, это возбуждает в нас творчество, креативность. Yeah, researchers at Harvard Исследователи в университете Харварда it said that sleep helps our emotional components in our brain. Сон помогает эмоциональным состояниям
составляющим нашего разума. And when we do that, it actually helps creativity. И когда это у нас есть, это также способствует нашему творческому процессу. How many of you like to win? Кто из вас любит побеждать? Okay, good. You guys are kind of honest. Вы честные, это хорошо. That's good. When we sleep and rest, Когда мы спим и отдыхаем, in studies of athletes, исследования среди спортсменов показали, rest helps us increase in our performance. что отдых, он увеличивает нашу, как это? Нашу способность что-то делать, то есть нашу производительность. So if the study is if an athlete got 10 hours of sleep per night, Исследования показали, что если спортсмен спит 10 часов for 7 to 8 weeks, в течение 7-8 недель, it actually improved their average sprint time. Это увеличивает его среднее время. Sprint time, like running time. Время, когда он способен бежать спринт. They had less fatigue. То есть это время становится для него больше, у него также меньше утомляемость. And it also increased their stamina. Their ability to keep going. И также это увеличивает выносливость. Rest helps improve your grades. Отдых также помогает улучшить вашу успеваемость. Any of you оценки. still in school? Кто-то еще учится? Yeah. Any of you have kids who are in school? Или в школе, или у вас есть дети, которые в школе? Rest is vitally important for them in order to learn. Отдых жизненно необходим для них, чтобы они были способны учиться. In a college study, students who didn't get enough sleep had worse grades than students who got the sleep. Исследования среди студентов колледжа показали, что те, кто спали меньше, у них были хуже оценки, чем у тех, которые спали достаточно. Many times in college, you'll go sleep deprived to try and meet a deadline or finish a project. Знаете, зачастую в колледже, когда мы учимся, ты порой тянешь до последнего, до какого-то крайнего срока, чтобы сдать работы, и пренебрегаешь сном. They say it's better for you to actually go to sleep and then wake up early in the morning than to stay up all night. Но исследования говорят, что на самом деле лучше, чтобы ты пошел спать, встал пораньше, чем нежели ты будешь сидеть допоздна ночью. And then do your work. И так вот вставая потом рано, утром делать свою работу, так лучше. When we're rested, it sharpens our attention. Когда мы отдыхаем, это улучшает наше внимание. There's something different that happens in adults that don't get enough sleep. We get sleepy, we start yawning, we get drowsy. Среди взрослых людей, когда мы не спим достаточно, мы становимся такими сонными, мы зеваем. But in children's brains, sleep depravity causes something else. Но в детском разуме недостаточно сна, оно по-другому проявляется. In this study, it shows that ADHD, attention deficit, В этом исследовании говорится о том, что дефицит внимания happens when you don't get enough rest. происходит у детей тогда, когда они не получают достаточно сна, отдыха. And could it be that all of these different issues that seem to be really growing in our children, И вот те проблемы, которые в настоящее время на самом деле, кажется, возрастают среди наших детей, might be because their brain is overwhelmed because they haven't got enough rest? Возможно, они именно из-за того, что возникают в их разуме, именно из-за того, что они не получают достаточно отдыха и сна. We had a brain scientist come to Bethel a couple of years ago. Пару лет назад в Бефел приезжал
ученый, занимающийся проблемами мозга. And she was doing a seminar for all of our teachers. И она делала семинар для всех наших учителей. And she talked about the fact that phones actually synthesize sunlight. И вот она говорила о том, что телефон, он как бы представляет собой такой искусственный источник света, синтезирует солнечный свет. And she said in the context of children, if you want them to learn better, И она говорила о детях, и она сказала, что если вы хотите, чтобы они лучше учились, turn off all screens отключайте все экраны 2 hours before bedtime. за 2 часа до того, как они идут спать. Because it tells our body, okay, it's time to go to sleep. Потому что таким образом как бы нашему телу дается сигнал, что все, пришло время спать. We're now setting up healthy towards our sleep. И мы таким образом правильно начинаем относиться к нашему сну. Number 8. Номер 8. Rest helps us maintain healthy weight. Отдых помогает нам поддерживать правильное ожидание. And if you don't, Вес тела, боже что мой. yeah. And if we don't get enough rest, certain chemicals are released in the body that make you retain more weight. И если нет достаточно сна, тогда в нашем разуме вырабатываются определенные происходят определенные химические процессы, которые заставляют наш организм набирать вес. Yeah, there's hormones actually released in your blood Есть гормоны, которые в крови, that help with weight loss. которые помогают нам справляться с весом, терять And in вес. this study, they did this. They had the first person do the same exercise as person number 2. И что сделали в этом исследовании? Взяли одного человека, который делал определенные физические упражнения, второго человека, который делал те же самые физические упражнения. And one got less sleep and one got more sleep. Но один из них больше спал, а другой меньше спал. And the person that got more rest lost the most weight. И тот человек, кто больше спал, он потерял больше веса. Did you know sleep lowers stress? Sleep lowers stress. Sleep lowers stress. Сон, он также уменьшает стресс. It significantly reduces the level of stress, Он значительно уменьшает уровень стресса. and it also affects our blood pressure. И это также влияет на наше кровяное давление. Again, I already said it a long time ago, but just by resting, a bunch of the issues that we have in our physical body start getting dealt with. Я до этого уже сказал, что просто когда мы уделяем достаточное время сну и отдыху, некоторые проблемы нашего тела, нашего здоровья, они просто автоматически начинают решаться. In a study in 2009, В 2009 году было проведено исследование, it was found that good rest helps us avoid accidents. и которое показало, что хороший сон, он помогает нам избежать аварий. And that there was more wrecks connected to people who weren't rested when they were driving, they were tired driving. И было намного больше аварий, которые происходили с людьми, которые меньше отдыхали. There was more wrecks from those people than drunk drivers. То есть было намного, смотрите, было намного больше, в США было намного больше аварийных ситуаций, в которые были вовлечены люди, которые мало отдыхали, нежели чем люди, которые были нетрезвые за рулем. So tired driving is really bad. То есть уставший водитель, это на самом деле очень плохо. A lack of sleep can contribute to depression. И недостаток сна, он делает свой вклад в депрессию. Have you ever been gone through your day and what seems
like not a very big problem becomes a really big problem because you're tired? А бывало ли с вами так, что в течение дня возникали какие-то трудности, и вроде бы ничего такого, но если вы сталкивались с теми же самыми трудностями, будучи очень уставшими, Or when you're a little tired, you have less patience with your children? это было на самом деле вашей проблемой, или когда вы We have less patience with our children. и у нас меньше терпения по отношению к детям, когда мы не выспались. Or less patience with our parents? Или меньше терпения по отношению к родителям. My daughter Madison, she's 16 now. Моей дочери 16 лет сейчас. And she, from a young age, she's very discerning. И знаете, с раннего, с очень маленького возраста у нее такое очень сильное развлечение. And Madison's a justice girl. И она такая девушка правды. She has some real high opinions. У нее очень такое высокое мнение. And she's a fighter. Она боец. I mean, there's not a battle that she doesn't want to just jump in. Нет такой битвы, в которую бы она не хотела бы ввязаться. And sometimes she's battling towards me. И иногда эта битва направлена против меня. And from a young age, we learned that a lot of the issues with Madison got handled when she would go take a nap. И мы очень рано узнали, поняли, что очень многие проблемы Бог с Мэдисон может решить, когда она идет спать. When she got highly emotional, Когда она на пике эмоционального возбуждения, it wasn't because she was a bad girl. это было не потому, что она плохая When какая-то. she started freaking out and getting angry, Когда она начинала там просто заводиться и злиться, it wasn't because she needed discipline. это не потому, что ей требовалось какое-то дисциплина, воспитание. It was because she needed rest. Это просто означало, что ей требовался отдых. So we would send her to take a nap. И поэтому мы отправляли ее поспать. And almost every time it would deal with the И issue. каждый раз, практически каждый раз это решало проблему. Because in that place of rest, Потому что вот в этом месте отдыха her body got what she needed. ее тело получало то, что было необходимо. But what we didn't realize Но то, что мы не осознавали, is that Madison was very sensitive in the spirit. мы не осознавали, что Мэдисон очень чувствительна в своем духе. And she would have situations in school И у нее были ситуации в школе, that would really bother her. которые на самом деле беспокоили ее. And she just didn't know where it came from. И она просто не понимала, откуда это берется. And when she slept and rest, God spoke to her. Но когда она засыпала, отдыхала, Бог говорил с ней. And it would deal with the issues И это решало проблему, that came up during school. которая возникла в школе. Now the cool thing is, И замечательная вещь во всем этом. Madison will regularly come home, and if she's emotional, she'll say, I need to go take a nap. Когда сейчас Мэдисон приходит из школы, и она эмоционально возбуждена, она говорит, мне нужно пойти поспать. And that started when she was really young. И это началось еще, когда она была совсем маленькая. She would just be like, Dad, I think I need a nap. Она говорила, папа, мне кажется, мне нужно поспать. And she would go and take a nap. Она уходила и спала. It's awesome. Это замечательно. When Madison spends too much time with her friends, Когда Мэдисон проводит слишком много времени со своими друзьями, she needs time alone to recharge. потом ей нужно время, чтобы перезарядиться. She goes to her room Она идет в свою комнату, and she cleans her room all by herself, она прибирает всю комнату, and then she's totally refreshed and good to и go. она полностью обновлена, свеженькая, и все хорошо. It's because she's living from a place of rest. Это потому что она живет из места покоя. She's learning to value what God has set up for her. Она учится ценить то, что Бог установил для нее. All of my kids are learning to value this. Все мои дети учатся ценить это. My daughter Kira, she's 18. Моей дочери Кире 18.
And she nannies for a family. Она сидит с детьми в других семьях. And they have 2 young children. И есть 2 маленьких детей. And they found out that my daughter loves dreams and dream interpretation. Они узнали, что моя дочь любит сны и толкование снов. And the lady had a dream. И у женщины из этой семьи был сон. And they go to Bethel Church. Они ходят в церковь Вифиль. And they know Kira's dad is the dream interpretation guy. И они знают, что папа Киры это тот, который толкует сны. So they're like, Kira, can you interpret my dream? И они такие: Кира, ты можешь истолковать мой сон? And she interprets the lady's dream. И она истолковала сон для женщины. And it's so beautiful, and the lady's crying. Это было так чудесно, и женщина расплакалась. And just this morning, I was talking to Kira on FaceTime. И буквально сегодня утром я разговаривала с Кирой по FaceTime. I said, "How's things going, baby?" Я спросила у нее: как дела, детка? She said, "Oh, they're really good. I was at work today, and they're doing a dream journal for their youngest son." И вот она говорит: ну все хорошо, я была на работе вот в этой семье сегодня, и они записывают сны их младшего сына. And the boy is like 5-6 years old. Мальчику примерно 5-6 лет. So in the morning he wakes up and they have him draw his dream. И утром он проснулся, когда просыпается, они говорят ему, чтобы он нарисовал, что ему снилось. And they ask questions about it because they're trying to discover the meaning. Задают ему вопросы, пытаясь тем самым обнаружить значение этого сна. But that family was having some aunts and uncles over. Aunts and uncles. В этой семье у них есть еще тетя, дядя. So they were hanging out with the kids, so Kira didn't have much work to do. И вот тетя, дядя, они проводили время с детьми, и у Киры не было столько времени с этими детьми. And they asked her for her job. Но они попросили ее поработать. Will you go through his dream journal? И они попросили ее посмотреть вот на записи снов этого мальчика. And write out interpretations И for what he записать sees. толкование того, что она увидит. And then they went over it with the parents afterwards. И после этого встретились с родителями. And they're blown away. И они были просто сражены, поражены. How God is speaking to them. Под тем, как Бог говорит. Isn't that amazing? Разве это не замечательно? I love that. Мне это очень нравится. I love the way that God speaks in our dreams. Мне нравится то, как Бог говорит через сны. So when my kids were young, Когда мои дети были помладше, we would pray for them every night. мы молились за них каждый вечер. We would pray a prayer something like this. Мы молились примерно такой молитвой. God, give us peace and sweet sleep. Бог, дай нам мирные и хорошие, приятные сны. And God, take us on adventures with you tonight. Бог, поведи нас в это приключение с тобой этой ночью. Give us dreams of destiny. Дай нам сны, говорящие о судьбе. Give us dreams of purpose. Сны, говорящие о цели. Creativity. О творчестве. Innovation and invention. Об инновациях, изобретениях. God, give us solutions to problems. Дай нам решения для проблем. And God, not just us, but would you give our friends dreams as И well? Бог, не только нам, но также нашим друзьям давай такие сны. And we'd ask them many times, who do you want to pray that they would have dreams? И мы спрашивали наших детей, за кого бы вы хотели помолиться, чтобы у них были такие сны. And they'd pick a friend. И они выбирали друга. Or they'd pick an aunt or uncle. Или выбирали там тетю, дядю своих. Or they'd pick their neighbor. Или соседа какого-то And выбирали. sometimes we just pray over their neighbors. И мы молились иногда за наших соседей. You know, sometimes people say, oh, well, I always have these horrible dreams and nightmares. Знаете, иногда люди говорят, что у меня всегда такие ужасные сны, кошмары ночные. And it's because of my neighbors and they're doing bad things. Это потому что из-за моих соседей, потому что я плохо сплю, они там непонятно чем занимаются. But I thought it was greater is he that is in me than he that is in the world. Но я думала о том, что тот, кто во мне,
мне, он намного больше того, кто в этом мире. And those environments aren't supposed to affect me. I'm supposed to affect И вот those это environments. окружение не предполагается, что оно будет влиять на меня, но предполагается, что я буду влиять на него. So we're praying for our neighbors to have God Мы dreams, молимся за наших соседей, чтобы у них были сны от knowing Бога. that what is going on in my house is supposed to affect what's going on in То, their что house, происходит в моем доме, должно влиять на их дом, not the other way around. а не по-другому, не в обратную сторону. So my kids would regularly have dreams. И у моих детей, они регулярно видят сны. And we didn't just pray for their dreams and then leave it there. И мы не просто молились за их сны, за их сон, и потом просто их оставляли. When we woke up in the morning, Когда мы просыпались утром, we'd ask our kids, мы спрашивали did детей, you have a dream last night? у тебя был сон этой ночью? And they would always say, oh yeah, I had a dream about this, or I had a dream И about они that. говорили всегда, да, мне вот это приснилось, или мне вот это приснилось. Now my kids have never had a dream interpretation class. И мои дети никогда не ходили на обучение по толкованию сна. They never went to a conference or a school for Они dream не ходили interpretation. на такую конференцию или школу по толкованию снов. They've never sat through one of my courses. Никогда не были на моих курсах. But they're some of the best dream interpreters I know. Но они одни из самых лучших толкователей снов, которых я только знаю. Because we did it out of relationship. Потому что мы делали это исходя из взаимоотношений. They would tell us their dream in the morning, Они рассказывали утром нам свои сны. and instead of me telling them what it meant, И вместо того, то есть я не говорила им, что все это означало. I would ask questions. Я задавала им вопросы. Oh, what do you think that could mean? Как ты думаешь, что это может означать? What do you think that car symbolizes? Как ты думаешь, что эта машина символизирует? Who do you think that person in your dream symbolizes? Как ты думаешь, кого символизирует вот этот человек в твоем сне? And we would unpack it together. И мы вместе это распаковывали. So much so that later on, И позже уже they would interpret each other's dreams. они стали истолковывать сны друг для друга. Let me give you an example. Я расскажу сейчас пример. We're going to Jesus Culture, a Jesus Culture conference, Мы поехали на конференцию Jesus Culture. and they're friends of ours. Они наши друзья. And my kids love going to the Jesus Culture conference. Моим детям нравится ездить на эти конференции. And we wake up one morning in our hotel room, И мы вот поехали на такую конференцию, и утром проснулись в отеле. and my son Connor says, I love it when we stay in hotel rooms. И мой сын Конор сказал, мне нравится, когда мы в отеле Because останавливаемся. every time we stay in a hotel room, I have crazy dreams. Потому что каждый раз, когда мы останавливаемся в отеле на ночь, мне снятся какие-то сумасшедшие сны. Any of you have crazy dreams in hotels? У вас бывает такое в отеле, Yeah. сумасшедшие сны? And he said, last night I had this cool dream, Dad. И он говорит, прошлой ночью мне такой крутой сон приснился. In the dream, there was 3 dragons. И в этом сне было 3 дракона. Now, in our family, we're Scottish. В нашей семье, так как мы шотландцы, And so dragons aren't always bad. драконы это всегда что-то плохое. And Connor used to draw dragons И Конор раньше рисовал драконов, that would breathe flowers у которых огонь из пасти. that would kill all the bad guys. И этот огонь убивал всех плохих So when парней. Connor says, I had this dream of 3 amazing И dragons, когда Конор сказал, что я во сне видел вот 3 таких удивительных дракона, I know right away this isn't a bad dream. я сразу понял, это не плохой сон. And so he says, yeah, Dad, there was 3 dragons and they're the most beautiful dragons I've ever И seen. вот Конор говорит, это такие замечательные драконы, самые красивые, которых я когда-либо видел. And one was a green dragon, Один был зеленый, and it was beautiful. очень красивый. And there was a blue dragon И также синий. that was even more amazing. И еще он лучше был. But Dad, in the last dragon was this beautiful red. Но самый последний он был невероятно красиво красный He дракон. said it was the most beautiful dragon he had ever seen. И это был самый красивый дракон, который я когда-либо видел. And he said the belly scales on the dragon were all gold. И он сказал, что Scales. что
ну, чешуя, да, на животе. На животе дракона, она была вся золотая. And they were shaped like a Celtic knot, like the knots, the Scottish Celtic knot work. They have artwork. И вот эта чешуя, она была в форме кельтских, как это называется? Узоры такие кельтские. And he said, Dad, it was the most beautiful dragon. И он говорит, папа, это был самый красивый дракон. But the crazy thing was, in the dream, the dragon was complaining to the other two dragons. Но проблема в том, что вот в этом сне вот этот самый прикольный дракон, он жаловался двум другим. And he was saying, I'm so ugly. И он говорил, я такой страшный. Look at me, I'm so ugly. Посмотри на меня, я просто ужасный. And Connor said, it was crazy, Dad, because it was so beautiful. И Конор сказал, папа, но это было что-то непонятно, потому что он был настолько красивый. And his sister Kira is in the bathroom. А его сестра в это время, Кира, она находилась в ванной. And she hears him telling the dream. Она слышала, как Конор рассказывал, делился этим сном. And she yells out from the bathroom, I know what this dream's about, Connor. И она кричит из ванны такая, Конор, я знаю, о чем этот сон. That red dragon is you. Этот красный дракон, это ты. And you don't know how beautiful you И ты are. просто не понимаешь, насколько ты красивый. And you always complain А about ты how you постоянно look. жалуешься о том, что ты страшный. And God wants you to know how crazy it is for you to do that. И Бог хочет, чтобы ты знал, насколько это сумасшествие жаловаться на такие вещи. I was like, yeah. But that's what happens when we develop this in our home. Но это происходит, вот когда, такое происходит, когда мы развиваем это в наших See, домах, в God наших семьях. speaks to us Смотрите, Бог говорит к нам in a language we can understand. тем языком, который нам понятен. He speaks to you in your language. Он говорит к вам тем языком, который вам He'll понятен. give you symbols that you understand. Вы можете использовать те символы, которые вам понятны. When we create a value system for this in our И home, когда мы создаем систему ценностей, то есть когда мы ценим это в наших домах, we're able to partner with one another мы становимся способны быть партнерами, то есть сотрудничать and друг с value другом those things. и ценить такие вещи. It's amazing Это просто the невероятно. way that God speaks То, to как Бог us говорит с нами. and wants to speak to И us. Он хочет говорить с нами. And we can create this in the generation. И мы можем создавать это, воспроизводить это в поколениях. My kids are having incredible dreams from God. Мои дети получают просто необыкновенные сны от Бога. I'll share one more before we finish the session. Я поделюсь одним What time always до... puts one? Поделюсь одним из этих снов до того, как мы закончим. Okay. So I have 5 minutes. 5 минут у меня есть. Okay. I stay on time. Я слежу за временем. Because I know you guys like your food. Потому что я знаю, вы любите покушать, надо. Food and rest, right? Еда и отдых, правильно? That's all we need. Это все правильно. Some of my best dreams and most prophetic dreams Одни из моих самых лучших снов, самых таких пророческих снов come when I take a nap. происходят тогда, когда я днем ложусь поспать. If I ever get the opportunity to take a nap, Когда у меня есть такая возможность днем вздремнуть, I take it. я пользуюсь этой возможностью. I'm just trying to figure out about. I'm actually. I'll share my daughter's dream a little later, but I'll share a dream I had last night. Но сном своей дочери я поделюсь немного позже. Я хочу поделиться сейчас сном, который я получил прошлой ночью. Because I think it's for some of you in this room. Потому что я думаю, что это для кого-то из вас. And let me just tell you, this nation is a dreaming nation. И знаете, я хочу сказать, что ваш народ это тот народ, который видит сны. It always has been. Вы всегда такими были. It always will be. Всегда такими будете. But some of that got shut down. Но кое-что из этого Бог закрыл на время. And you're going to be reawakened. И вы будете, вы как проснетесь.
as a nation of dreamers. Как народ, который видит сны. You're going to have dreams of destiny and purpose. Вы будете видеть сны судьбоносные, сны, которые говорят о цели. There's going to be new creativity and inventions that come out of Russia that come from dreams. И будут в России инновации и какие-то изобретения, которые будут приходить от людей, и они будут получать их во снах. You're going to actually create solutions for the world. И вы будете получать решения для этого мира. Because we begin to value our dreams again. Потому что мы начинаем снова ценить наши сны. It's a big deal. И это очень важно. And how do I know it's a nation of dreamers? Откуда я знаю, что вы народ, который видит сны? Because right when I got into Russia, потому что как только я прилетел в Россию, I just started having visions. Я стал получать видения. Like certain things, and it was Holy Spirit pictures that would just come to my mind. Определенные вещи, как картина Духа Святого, которые приходили в мой разум. I didn't even have to try. Мне даже не нужно было прилагать усилия. Oh Lord. Это не было: о Господь, What are you doing here? что ты делаешь здесь? No, it was just natural. Нет, это было просто естественно. The whole time. Все время. All last night, I was just in and out of dreams. И всю ту прошлую ночь у меня просто сон за сном. And all of them had distinct meaning. И у каждого из них было определенное значение. This is a nation of dreams. Это вы народ, который видит сны. And dreamers. И сновидцы. Last night, one particular portion of a dream really stood out to me. И одна часть снов, которые действительно затронули меня, которые я видела прошлой ночью. There was a natural gas pipeline. Это была трубопровод, газопровод. Yeah, Такой естественный газопровод. and there was a bunch of different fittings and connections on this pipeline. И были определенные подсоединения к этому трубопроводу. Были определенные подсоединения, которые вот штуки, которые соединяют весь этот трубопровод. And I remember looking at the pipeline and I thought, oh, that gas pipeline is leaking. И я помню, что я смотрел вот на этот газопровод, на эти трубы, и у меня была мысль: вот здесь протекает. And it was leaking at each of the fittings. Вот на каждом из соединений что-то протекало. And I went across the pipeline and I started tightening up all of the fittings. И я пошел вдоль этого газопровода, и я стал закручивать вот эти соединения. Yeah, and as I tightened them up, it would actually seal that fitting so no gas would leak. И когда я это делал, когда я закручивал, то это как печати такие становились вот на этих соединениях, и газ больше не протекал. And when I woke up, I thought of this. И когда я проснулся, я подумал вот о чем. I thought, oh, there's some connections that aren't tight enough. Я подумал, что есть некие такие соединения, которые мне важно закрепить, закрутить. Those connections symbolize relationships. Эти соединения символизируют взаимоотношения. And in order for the gas to flow right, those connections need to be tight. И для того, чтобы газ, он проходил дальше надлежащим образом, нужно, чтобы эти соединения были закреплены, эти отношения были крепкими. The gas is fuel for our future. Это топливо, газ это топливо для нашего будущего. It helps us accomplish tasks. Он помогает нам выполнять определенные задания. But it's also symbolic of the move of the Spirit. Но он также символизирует движение Духа. And listen, if our connections aren't tight, И послушайте, если наше соединение друг с другом, оно крепкое, what happens when there's a gas leak? что происходит, когда некрепкие соединения, что происходит, когда газ протекает? And a spark hits that gas leak. И туда искра попадает.
explosion, происходит взрыв, a mess, неразбериха, pain. боль. Смерть. I believe God is releasing an opportunity Я верю, что Бог высвобождает возможность and a grace и благодать, for us to tighten our connection. чтобы сделать наши связи более крепкими, более тесными. Different people, Разные люди, different denominations, разные деноминации, different backgrounds, с разной историей, coming together, которые эти люди собираются вместе. valuing one another, Они ценят друг друга. tight У connection, них крепкая взаимосвязь. so that the move of the Spirit can flow, Для того, чтобы движение Духа, оно проистекало, оно шло. to fuel the new things that God has for И us. давало топливо для новых вещей, которые будут происходить. And I want to close with this on this session. If there are people in the room, И я хочу закончить следующим. Если здесь люди, and you hear this, и вы слышите это, and you think, that's talking about that relationship in my life. и вы понимаете, это вот речь вот об этих вот взаимоотношениях. Maybe you have multiple relationships like that you're like, God, you need to come in and do something about Может быть, это разные взаимоотношения, вы понимаете, что Бог, тебе нужно, чтобы ты пришел в эти взаимоотношения и закрутил вот эту взаимосвязь. See, in the dream, Ben Armstrong was tightening those. Смотрите, во сне Бен Армстронг закручивал эти соединения. But I am a symbol of the prophetic. Но я также символ пророчества. And sometimes when we get God's eyes to see that relationship, Иногда у нас есть Божьи глаза, чтобы видеть эти взаимоотношения. God, what do you say over that? И спросить, Бог, что ты говоришь об этом? God, what do you think about the person I don't like? Бог, что ты думаешь о том человеке, который мне не нравится? God, what do you think about the situation where I was hurt? Бог, что ты думаешь о той ситуации, где мне причинили боль? God, I have a reason to be offended with that Бог, у person. меня есть причина, чтобы обижаться на этого человека. What do you think about that Но что situation? ты думаешь об этой ситуации? If that's you in the room and you say, yeah, I've got some of those spots, Если вы такой человек, вы понимаете, что да, у меня есть вот такие отношения, такие вещи. I want you to stand up Я because I'm хочу, going to pray over you. чтобы вы встали, потому что я хочу помолиться за вас. It's good. Хорошо. Listen, God released the dream last night. Смотрите, Бог высвободил сон прошлой ночью. That means the grace has been released for you. Это означает, что благодать была высвобождена для вас. And if you'll allow God, He's going to come in and tighten those И если вы relationships. позволите Богу, Он придет и Он закрутит, сделает крепкой эту связь. And what has been impossible И то, что было невозможным, becomes possible today. становится возможным сегодня. And the stuff that you can't do yourself, И то, что вы сами не могли сделать. you know, in some of these situations, Знаете, в некоторых таких ситуациях it's not up to you. это не зависит от вас. Something needs to change in someone else. Что-то необходимо, чтобы изменилось в другом человеке. God's going to come in and do what He needs to do. Бог придет и будет делать то, что необходимо. So God, we just release grace right now in this Господь, мы room. высвобождаем благодать прямо сейчас. God, I thank you for what you're speaking. I thank you for what you're doing. Я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь и за то, что Ты делаешь. And God, we pray right now that there would be a strengthening of relationship. И мы молимся прямо сейчас, чтобы было укрепление взаимоотношений. That you would reconnect the pipeline. Чтобы Ты соединял весь этот газопровод. That you would reconnect those relationships. Чтобы Ты воссоединял эти взаимоотношения. So that your spirit can flow. Чтобы Твой Дух мог течь. So that your grace can flow. Чтобы Твоя благодать могла проистекать. So the movement you want to have in our lives will happen. Чтобы то движение, которое Ты хочешь производить в нашей жизни, оно происходило. In Jesus' name. Во имя Иисуса. And God, I pray for any spots И Бог, я молюсь,
where that disconnection has caused pain and explosion. За все эти случаи, когда вот это рассоединение породило взрыв. That God, you would come and restore. Чтобы Бог, чтобы ты пришел и восстановил. And God, you would come and heal. Чтобы ты пришел и исцелил. And God, even those things that were said with a right heart. И чтобы даже те вещи, которые были сказаны с правильным сердцем, but someone else interpreted it in a bad way. Но кто-то понял их неправильным образом. God, I pray that there would be grace for that to be reinterpreted. Я молюсь, Бог, чтобы была благодать, чтобы понять все это правильно. And it would be seen right. И чтобы видеть это правильно. Healing and restoration. Исцеление и восстановление. And God, I pray that even in the next week, и я молюсь, Бог, чтобы уже в течение следующей недели and in the next month, и в следующем месяце we would see restoration мы start to видели happen. Восстановление, которое начинает происходить. That we would see incredible movement on those Чтобы мы relationships. видели невероятное движение в наших взаимоотношениях. In Jesus' Во name. имя Иисуса. Amen. Аминь. And Lord, bless our lunchtime. И Господь благослови наше время.